Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не виделись в этом блоге. Сегодня я хочу с вами поговорить о самых разных темах. Начнем с так называемого оглавления тем. Не буду скрывать, я здесь пользуюсь памятку. Это помогает мне в рассказе, в повествовании. Давайте будем опираться на него, пожалуйста. Сперва я поговорю с вами о своей жизни, что именно у меня поменялось, как у меня обстоят дела. Далее затрону тему касаемого нового блога, такого как Архивидеос, что я о нем думаю. Также мои впечатления насчет моего 100-го юбилейного выпуска Gamer Поговорим с вами поподробнее о такой замечательной игре, как Atomic Heart, которую я целиком прошел, что я думаю об этой замечательной игре. Также поговорим о трудностях жизни, такие как весенний призыв, который на днях начался, и, собственно, возможные, невозможные, не знаю, как это еще называть, блокировки Ютуба. Насколько это возможно, и также, что я об этом всем думаю, как и о весеннем призыве. Далее будем прогнозировать ситуацию с каналом и с моей жизнью. И, собственно, наше с вами любимое напутствие от меня. Что я вам хочу, собственно, пожелать на будущее. Так, как говорится, меньше слов, больше дела. Так что приступаем к основной части нашего разговора. Итак, о своей жизни. Моя жизнь не то, что прям сильно изменилась, но кое-какие изменения случились в моей жизни, так что я попробую вам их всех перечислить. Начнем с того, что мой рабочий кабинет, который всегда служил библиотека, переехала вот сюда. То есть и моя спальня переехала с одной комнаты в другую, и библиотека у меня переехала сюда. Точнее, мой рабочий кабинет оттуда. Так что здесь и моя спальня, и мой рабочий кабинет. То есть теперь это прям буквально моя полноценная комната, где я могу отдыхать и работать. И студия, и рабочий кабинет, да и комната для отдыха. Все в одном. Комбо такое. Особых изменений в этом плане нет более. Вот. Что касаемо подготовки, собственно, к поступлению в высшую школу экономики. Я готовлюсь, я уже прошел, по сути, свой первый этап, который я себя продумал. Это теоретический этап, когда я прорабатывал преимущественно теорию. Теперь у меня идет до середины апреля месяца следующий этап, второй по счету, это теорико-практический этап. Сейчас я и теорию, и практику подготавливаю, русский с литературой, вот эти экзамены вступительные, так и еще один вступительный экзамен, творческий конкурс. Он самый главный с точки зрения проверки. То есть, если говорить по приоритетам, то этот вуз, он в первую очередь смотрит на творческий конкурс, особенно на твой творческий потенциал. Только после этого он рассматривает русский, и только в конце рассматривает литературу. Но к ним нужно иметь все равно минимальный порог в виде 60 баллов. Это по поводу выше, что я могу сказать. Что касаемо бизнеса, то у него немножко странная ситуация, в том смысле, что поскольку я сейчас готовлюсь к экзаменам, поскольку я еще занимаюсь разного рода задачами, и вообще, что я посвящаю себе тематике геймдева, сейчас такая неоднозначная ситуация с бизнесом. С одной стороны, он еще никуда не девается, я его еще продвигаю, но с другой стороны, пока прямо таких шагов серьезных еще не наблюдается, и кажется, что бизнес может быть заморожен, но это пока не точно, но как бы опасения есть. Впрочем, ничего такого страшного нет, это просто будет мое решение. Кто бы что ни говорил, я считаю, что и тот, и другой вариант по-своему хорош. Если я буду продолжать бизнес, или если я его как бы сведу на нет. Оба варианта по-своему хороши, это как смотреть. В принципе, касаемо моей личной жизни все, но я могу подметить, что я по-прежнему периодически посещаю мероприятия геймдева. Вот как раз вчера сходил на фестиваль «Хочу в геймдев», тоже связанный с ВШЭ, в одном из филиалов. Там было интересно, я даже попробовал там аж несколько проектов, игр таких, демок. Одна из которых была VR, мне очень понравилась. Но я думаю об этом подробнее рассказать в каком-нибудь из архивидеос, пока без таких вот лишних подробностей. Так, мы подходим к следующей теме этого видео. Это новый блог Архивидеос, который вот уже пару раз в этом видео упоминал. Что я могу сказать по поводу этого блога? Я считаю, что это хорошее дополнение, особенно к вот этому блогу. По сути, это как тот же Глебс блог, только как бы его как DLC. Но это не формальный DLC, потому что все-таки это самостоятельный блог, то есть вне зависимости от того или иного блога. Архивидеос, я напомню, основная суть — рассказывание истории, но не через меня, как буквально, вот как сейчас это рассказываю, а через медиаформат. Максимум, что может быть, это фоновый текст, а все остальное это как бы, звуковое сопровождение, там, фоновая музыка для атмосферы и, собственно, то, что происходит. Фотографии, видео. Ну и все это закрепляется текстом. Считаю, что такого рода блог даст возможность побольше меня как-то раскрыть, тем самым дать мне возможность при этом сразу же в таких видео давать какие-то дополнительные впечатления на нынешний момент, что я сейчас думаю об этом. Потому что Глебс блог, он больше для просто деловых посиделок, то есть рассказываю о своей жизни, прогнозах, но особо не посвящаю каким-то историям. Раньше такое было, на самом деле, да, я как раз тоже рассказывал истории в Глебс блоге, но я считаю, что такой формат достоин другого блога.
таком как архивидео. Хотелось бы с вами поделиться впечатлением о таком замечательном, по крайней мере для меня, событии, как 100-й выпуск GamerStuff. Замечательный, потому что это именно что 100-й выпуск, это не 10-й, не 20-й, не даже не 50-й, это 100-й выпуск GamerStuff, и это говорит о том, что этот блог работает, он очень эффективен, он актуален, что он даже актуален для таких моих преданных зрителей, как Кирилл, один из моих самых преданных зрителей. Я об этом даже говорил в вот этом 100-м выпуске GamerStuff. Вот, да и в принципе он многим заходит, поэтому я его продолжаю делать, и мне самому очень нравится, потому что это повод для такого творчества. Вот. Конечно, для старшего поколения это может такой формат быть странным или недопустимым, вульгарным, пошлым. Где-то соглашусь, но в этом суть GamerStuff, он такой единственный у меня из блогов, который может себе это позволить. В остальных блогах я все-таки стараюсь быть культурным, вежливым, максимум, что только запикать какое-то единичное грубое слово, но и то я стараюсь такие слова не использовать. Я сам не восхищаюсь, когда использую какие-то вульгарные, матерные какие-то выражения, хотя могу себе позволить. Но когда дело доходит до GamerStuff, в принципе, если это, например, с моим другом, да, тем же Кириллом, то почему нет? Но, в конце концов, Кирилл такой, да, он любит лишний раз подкинуть звонкое словцо. Впрочем, его не виню, наоборот, это даже где-то круто. Но кому как. Хотя где именно? Вот GamerStuff, да, это допустимо. А в остальных блогах, считаю, это такая себе тема, мягко скажем. Хотелось просто сказать, что GamerStuff это офигенный блог. Через вот эту 100 видео я себе, по сути, доказал, что я могу делать контент, который может пережить тех же Кабачков и своими словами, которые не дотянули до 10-го выпуска, а то и до 5-го. Он их пережил и до сих пор живет. И мне кажется, что это в хорошем смысле слова надолго. Впрочем, посмотрим по ситуации, потому что все-таки главный блок это вот этот Глебс блог, с него все начинается. Даже если, допустим, мне придется куда-то съехать внезапно, допустим, я не смогу делать GamerStuff, потому что GamerStuff у меня напрямую зависит от моего ПК. ПК нельзя перенести так быстро, вот как возможно было это не как вот этот ноутбук, и то вот этот ноутбук, который перед вами, который записывает вот это все, он слабенький и он не способен записывать как бы какие-то вот видео типа GamerStuff или там рендерить. Я не уверен, потому что он слабый, поэтому он может позволить мне максимум только вот такие видео делать, как Глебсблог. Тем более, что здесь не стоит какого-то типа Magic Vegas. Кстати, я не так давно перешел с Sony Vegas на Magic Vegas Pro, ну, по сути, тот же Sony Vegas, только теперь это 20-я версия, более современная. Да, прикольно. Ну, хотя тоже с своими отчетами, если честно. Но так, мне нравится. Вы, наверное, заметили по качеству видео, что они стали лучше. Особенно вот, например, Доты. Там прям вот плавные движения. Мне самому очень понравилось, что YouTube не стал прям, по сути, особо портить качество этого выпуска GamerStuff, и это только меня радует. Вообще GamerStuff это все-таки штука по-своему экспериментальная. Я экспериментировал с разными форматами, шутками. Вот я даже теперь в ботов включил специальных, и это только дополняет антураж. Ну, это мои как бы впечатления, так немножко в разброс, немножко на рандоме рассказываю, но по сути. Я думаю, что по поводу GamerStuff я сказал все. Ну, в крайнем случае, может быть, вставлю между другими темами, но... А так, основной по поводу GamerStuff на сегодня я уже все рассказал. Тоже в каком-то смысле связано с GamerStuff, но просто хочу поговорить об одном таком проекте, как Atomic Heart. Я его прошел у себя в том же GamerStuff, сделал его нечто большим, чем просто прохождение. Давайте будем в разброс говорить о плюсах и минусах, так будет легче. Начнем с того, что игра мне понравилась с точки зрения истории, я в нее как бы вжился, и в каком-то смысле я нашел собственное отражение в майоре Нечаеве, в P3, потому что он олицетворяет собой одну из моих проблем жизни, кому верит, да, потому что вот все эти политические интриги, вот эти все, вот эти два вот этих лагеря противостоящих, как бы я в свое время, особенно вот с прошлого года, я испытывал разный такой диссонанс, кому верить, и вот это я нашел по сути, в главном герое Atomic Heart. Особенно меня немножко поразила одна из концовок. Совет. Остерегайтесь лишних спойлеров. Хотя игра уже как бы немножко утрачивает свой хайп, но не будем забывать дополнения, которые должны выйти. Отдельно геймплейная составляющая мне понравилась, боевка интересна. Хотя единственное, что не хватает динамичности в движении главного героя. И местами, конечно же, хотя у меня вообще, я в конце концов играл в дебаг-версии, я только в процессе понял, что я играю в дебаг-версию, надо было бы, наверное, все-таки приобрести полную версию. Но, блин, я не готов был платить. Так что, дорогие Mantfish, меня извините, но даю слово, я постараюсь ваше дополнение купить. Так что, если кто-то из Mantfish меня смотрит, я обращаюсь к вам и говорю, что я как с Doom Eternal поступил раньше, я также поступлю с вами, я постараюсь приобрести официальное дополнение, тем более их можно будет приобрести отдельно, как я понял. То есть не нужно будет покупать отдельно целую компанию.
Ну, в общем, это вот такие мои впечатления, не знаю, что еще говорить. Но могу сказать так, что майор Нечаев в своей перчаткой раз стали некой такой изюминкой моего геймерстафа на данный момент. То есть они часто появляются, часто что-то делают такое, вот даже у меня в моих вот последних выпусках геймерстаф, как он целое приключение устраивал, ломал четвертые стены и попадал то в Overwatch, то в Apex, то теперь попал в Doom Eternal, как это было в 99-м выпуске, который тоже совсем недавно вышел. Вот. Короче, мне игра зашла, я с нетерпением жду дополнений, и вообще эта игра не просто игра года, это такая одна из, можно сказать, лучших серий игр в моей жизни, я считаю. Да, наряду с Deus Ex, Doom франшизой, с Five Nights at Freddy's, допустим. Вот с такими вот играми могу эту игру поставить среди самых лучших, моих любимых. Это по поводу Atomic Heart. Надеюсь, я рассказал достаточно, что я ничего такого не забыл. Я думаю, особо другого рассказывать нечего, а иначе это будут, наверное, какие-то спойлеры уже. Не уверен прям, что это будут не спойлеры. Так, теперь буду немного бить по больному, кому как, но... На данный момент, я считаю, наиболее для меня актуальны две такие проблемы жизни. Во-первых, это весенний призыв, который на днях начался, и все никак неугомонная вот эта блокировка YouTube, которая никак не решится, в том смысле, что все по-прежнему обсуждает, но ничего не происходит. Вот. Начнем с призыва. Я, как всегда, не буду скрывать, я человек, который, мягко скажем, скептически относится к таким вещам, как весенний призыв, и вообще осенний, неважно, к любым призывам. Я большой сторонник того, чтобы у нас была армия контрактная в стране, вообще в любых уважающих себя странах она должна быть только контрактная. Вот. Ну а если, грубо говоря, говорить о таких вещах, когда какая-то страна вторгается в другую, то, ну, допустим, призыв еще может быть более-менее уместным. Но это тоже, тут тоже момент несколько спорный. Ну а так в мирное время зачем? Вот зачем призыв делать? Вот я помню, в тех же США, там только контрактная армия, но если что, там может быть призыв, но только если там какой-то будет реально, вот, какая-то война начнется, там, вторжение, тогда призыв может быть. Даже вот к таким вещам я тоже отношусь несколько скептически. Но в первую очередь я против призыва во время мирного времени. Пусть человек сам определяется, какая форма долга перед Родиной у него должна быть, в какой отрасли. Это не только армия, это может быть наука, это может быть культура, это в конце концов может быть долг перед семьей, грубо говоря. Все это и есть как бы такой долг перед Родиной. В хорошем смысле слова. Вообще слово долг, вообще вне зависимости от того, призыв он или не призыв, долги вообще слово всегда ассоциируется с чем-то неприятным. Вот долги по учебе, долги по работе, и тут долг перед Родиной еще. Вот, конечно, ассоциации, конечно, многие будут не самые приятные. Так что да, то есть дело даже не в долге там перед Родиной, а в самом слове. Блокировка YouTube. Вот тут, знаете, я готов больше посмеяться лишний раз, чем говорить об этом серьезно. Я не знаю, просто одни говорят, вот там ВКонтакте готовится к возможной блокировке YouTube, вот его заблокируют, они заблокируют. Я, конечно, не сужу точно, но мне что-то подсказывает, что его вряд ли заблокируют объективно. А как его еще могут заблокировать у нас? Но что я буду делать насчет этих двух ситуаций? С точки зрения призыва, я, так сказать, я буду действовать по ситуации. Я буду стараться не получить напрямую в руки повестки. Постараюсь как бы выкрутиться. И вообще я поступаю в вуз на бакалавриат после техникума, так что это может быть вполне себе официальным алиби для того, чтобы меня там даже просто не призвали, не то, что там по ошибке или нет, по мобилизации, да, но хотя бы с точки зрения призыва ко мне не будут как-то приставать. По крайней мере, это в теории. Надеюсь, что так оно и есть. Мне туда не надо. Я себя не вижу там. Это не мое. Банально. Ну а насчет блокировки Ютуба, я, наверное, уже когда-то говорил вам, я не ограничиваюсь Ютубом. У меня моя блогерская деятельность, она еще начиналась в ВКонтакте. Конечно, обидно, что будет блокировка Ютуба. Ну, с другой стороны, мне кажется, я даже с VPN я могу, наверное, как-то вести канал. Но если я пойму, что с VPN как-то неудобно, и если все-таки буду вынужден как-то покинуть YouTube, то я об этом постараюсь все-таки сказать. В конце концов, в том же Телеграме. Или, может, просто там перейду сразу на Телеграм и все скажу как есть. Я найду варианты, так сказать, для действий, так что так просто я не пропаду. YouTube просто это наиболее подходящая для меня площадка. Но если ее там все-таки ограничить, надеюсь, что нет. Если мне ее ограничить в использовании, то найду выход.
не думаю, что все так трагично. Так, ну теперь давайте поговорим про прогнозы. По поводу канала давайте поговорим прогнозы. На данный момент я считаю, что нужно больше не уделять времени таким блогам, как Archvideos, потому что по геймерстафу я уже сделал много контента за последнее время, потому что я сидел, добивал вот этот 100-й выпуск, активно прорабатывал, наслаждался самим процессом, но это была в каком-то смысле даже рутина, и я думал об остальных блогах. И вот наконец момент настал, чтобы заняться и Глипс-блогом, и частенько переключиться на Archvideos. Нет, разумеется, геймерстаф тоже будет, но я еще раз повторюсь, я бы хотел все-таки больше уделять именно таким блогом, как Archvideos. Считаю, что этот блог новый, поэтому его нужно как-то раскрутить, а геймерстаф, я думаю, немножко может подождать. Также я бы не хотел забывать про Gleb's Composition, потому что он немного в неоднозначном положении, потому что пока фантазии, идеи у меня нет насчет композиции особо, но у меня один альбом потихонечку обрастает композициями. Я немножко проспойлерю суть этого альбома. Это будет такой микс, буквально. То есть из разных стилей, то есть в разных стилях, то есть какие-то композиции будут напоминать Doom, какие-то Live, какие-то Universe будут композиции напоминать, ну, разные самые. Но мне кажется, что он будет небольшой, будет состоять, наверное, из каких-то 4-5 мелодий, как минимум. Но вообще, я думаю, сделать какой-то альбом такой вот отдельный, то есть по типу Live какому-то такого, да. Но с какой-нибудь своей изюминкой. И вообще, честно сказать, я думал в свое время немножечко сделать альбом. Ну, просто сейчас в последнее время в стране очень так раскручивается тема Короля и Шута. Сериал вышел, я его сейчас смотрю, как раз периодически выходит новые серии. Я никогда не был фанатом Короля и Шута, но, как бы, в последнее время вот такой, сейчас такой хайп на нем, и у меня такое немножко было желание сделать какой-то свой альбом, такой со своими какими-то драйвовыми мелодиями. Но потом что-то подумал, как-то не лень, если честно. Но если что, может быть, и сделаю. Посмотрим по ситуации. Короче говоря, Gleb's Composition тоже будет жить, я считаю. По крайней мере, я не собираюсь его забрасывать. Я намерен что-то с ним сделать. Но с ним надо подождать некоторое время еще. Gleb's Composition выходит у меня не так часто. Для него нужно свое какое-то время. Для того, чтобы какой-то альбом появился новый у меня. Хотя, с другой стороны, я думаю, Gleb's Composition сделать более свободным. То есть выкладывать не только альбомы, может быть, просто выкладывать какие-то композиции сразу буквально. Но мне кажется, это будет больше напоминать какую-то чистую рутину. Короче, я буду думать. Ну и напоследок, по поводу канала, хочу сказать, что с точки зрения тех же прогнозов, считаю, что мой канал в будущем достоин, ну и вообще моя блогерская деятельность достойна нечто большего, чем просто того, что у меня есть, потому что это как бы такая чистая площадка для творчества. Я считаю, что моя блогерская деятельность не вправе ограничиваться только творческой деятельностью, а в какой-то момент даже стать каким-то блогом с полезными какими-то вещами, или, может быть, сделать его более социальным, то есть представьте, что мой канал могли бы раскручивать не только вот я, но и какие-то ребята. То есть не только я и там Кирилл тот же, но и разные ребята. Или там вовлечься в какую-то молодежную деятельность какую-то, или пристроить сюда же мою вот эту геймдев-деятельность. Там, может быть, как-то связать с каким-нибудь сообществом типа геймдев Шрёдинга. Может быть, сам создам какое-то сообщество. Так что вот я о подобных вещах думаю, и мне кажется, оно вполне вероятно, но посмотрим по ситуации. Но так я бы хотел сделать канал нечто больше. Пока пусть будет нашим старым, добрым, маленьким островком среди безбрежного океана, как я это люблю называть свой канал. Вот. Ну а теперь, собственно, что по жизни. В июне месяц я зарегистрировался на молодежный медиафестиваль, как раз по тематике блогеров, все такое. Будет проходить в Калининграде, называться будет «Шум». Там я думаю поделиться своим опытом, найти единомышленников, ну и в принципе повидать город так-то. Будет проходить это с 8 по 24 июня. Так что поездка в Калининград возможна, там будет мой брат, там будут мои друзья тоже. Так что будет здорово, наконец-то, 3 лет спустя оказаться где-то вот... Ну, это почти как в Европе оказаться, то есть это не Европа, но как бы это не совсем прям вот буквально Россия. Калининград, понятное дело, что она географически расположена буквально отдельно от самой России. Для меня это немножко символично в том смысле, что я наконец-то после 3 лет моего как бы преобразования, моих изменений в жизни, что я вот во многом изменился как личность, и вот снова я занимаюсь перелетами, потому что я вот во время пандемии, вот, и как бы еще ни разу во время всех этих политических интриг я еще никуда не летал. Разок полететь куда-то, типа, в тот же Калининград, я думаю, стоит. А то у меня вот брат, он постоянно полетит то в Красноярск, то в Якутию какой-нибудь, то в какой-нибудь Ростов-на-Дону какой-нибудь. Он чуть ли не каждую неделю куда-то летает. И я тоже имею право хоть раз куда-то полететь. Кстати, он мне сам предложил, эту идею. Он туда изначально сам туда хотел полететь. Он уже подал заявку, и я вслед за ним.
Потом, правда, я перепотал заявку, но ничего страшного. Надеюсь, что меня именно подтвердят. Но если нет, ну ничего страшного. Все равно это прогнозы. Но я бы хотел там быть. Единственное тогда вопрос насчет ведения канала. Но я думаю, что я возьму с собой вот этот ноутбук, хотя он слабенький у меня, и, наверное, буду вести какой-нибудь Glebsblog или те же Archivvideos. И Archivvideos будут посвящены, в частности, ну, как может быть, Glebsblog, вот моему этому фестивалю. Так что имеет смысл ждать, ну так, в контексте, что это возможно. Но если не случится, ну и ладно, как бы, всего свои плюсы. К тому же у меня, как бы, на следующий месяц после этого будет сами вступительные экзамены. Но я даже там думаю подготовиться, просто проще, наверное, будет дома делать. Это все. То есть проще готовиться дома, нежели чем в таких поездках. Но вне зависимости от обстоятельств, я думаю, и в июне месяце тоже активненько подготовиться. Короче, лето обещает быть интересным. Ну и давайте напоследок, наверное, скажем по поводу дачного сезона. Я каждый год занимаюсь своим участком, огородом. Но хотел бы немножко кого-нибудь из вас расстроить. Я считаю, что дачный сезон у меня будет по минимуму, то есть я буду выращивать не так много. Потому что дачный сезон у меня отходит на второй план. Сама вот эта тема растениеводства, она у меня отходит на второй план. Я уже погружаюсь в другую деятельность, вот эту геймдев-деятельность, и я немножечко начинаю уже отходить от тематики растениеводства. Но не забрасываю. Просто количество выращиваемого и, в принципе, вот этого моего увлечения, хобби, оно как бы сокращается в плане количества по времени, тем более обязанностей и забот немало. Подготовка к институту тоже дает о себе знать. Так что все это сужает количество моего времени на это хобби. Но повторюсь, дачным сезоном быть. Просто он будет сокращен в определенных количествах. Ну и, наконец-то, последняя тема нашего с вами разговора — это напутствие. Давайте я вам немножко поговорю за философию. Я в последнее время часто думаю о такой концепции, как мосты и жизнь. Понимаете, каждый из нас строит свои мосты. Каждый из нас что-то делает для того, чтобы продлевать свою жизнь и поддерживать ее. Зарабатывает, учится. Каждый из нас делает все, чтобы поддерживать саму жизнь. Но такая вот извечная проблема всего человечества, вне зависимости от эпох, считаю, заключается в том, что мы зацикливаемся легко на самих мостах. И о жизни мы как бы забываем. Я все понимаю, бывает не просто как бы переключиться, там, сказать, что вот надо передохнуть. Я понимаю все. Но, с другой стороны, хотя бы там 5 минут там, в день может выделить на самого себя, там, отвлечься, сделать вид, что как бы ты отошел от этих тем, дел. Ты можешь подумать, поразмышлять, порассуждать о жизни. Почему бы и нет? Ведь сама жизнь — это сам по себе смысл. Мы эти так называемые мосты, мы работаем, мы поддерживаем друг друга, творим, занимаемся блогерской деятельностью, поддерживаем своих единомышленников и прочее. Мы это делаем все ради нашей жизни, ради того, что мы существовали и радовались своим процессам. Но ко всему этому я прикладываю один такой афоризм, который является собственным вердиктом вот этой темы конкретной. Пока мы строим мосты, не лишний раз стоит посматривать по сторонам. Пока мы занимаемся и сосредотачиваемся на своих задачах, делах, работе, не лишним будет почаще вспоминать о самой жизни, оглядываться, осматриваться, мечтать. Главное, чтобы это не вредило созданию мостов. Мосты нужны, но и ограничиваться мостами тоже не надо, потому что иначе мы как будто живем ради мостов, а не строим мосты ради жизни. Ну и, пожалуй, последняя тема вообще в этом видео, в этом выпуске. Я всегда вам говорю насчет меня лишний раз, я думаю, не переживайте. Если я в какой-то момент пропаду, или что-то со мной произойдет, или если, не знаю, грубо говоря, меня там возьмут, призовут в армию, хотя это маловероятно. Неважно, что бы со мной ни происходило, куда бы я ни переезжал, как бы это ни влияло на формат, если я там каких-то возможностей лишусь для ведения блогов. Независимо от этого, я призываю вас не привязываться ко мне. Да, вы вправе смотреть меня, вправе наслаждаться этим, но при этом помните, что у вас есть своя жизнь, а я в вашей жизни не более чем приятное дополнение, как и множество других немало приятных лиц, блогеров. У меня своя жизнь, у вас своя, каждый идет своей дорогой. Но нельзя вечно жить жизнью какого-то одного человека. Нельзя вечно жить, думая только про меня и про мой канал. Как бы это ни было приятно. Ты как бы не безразличен кому-то, это здорово, но у всего есть своя обратная сторона. И вот эта обратная сторона, я повторю слово, это привязанность. И я не раз говорил в своих блогах, видео, что привязанность тема страшная. То есть не просто плохая, она страшная. И она вредная.
И надо себя в жизни как бы приучать жить как-то независимо. То есть это как в отношениях. Часто как бы в отношениях бывает говорят: я не могу без тебя жить, я не могу без тебя. А правильно говорить нужно так, что я могу без тебя жить, но я именно что хочу жить с тобой, хочу жить с тобой, даже если я могу жить без тебя. То есть это говорит о том, что ты можешь в состоянии пережить какую-то утрату или расставание с человеком, но при этом ты не забываешь про него, для тебя он по-прежнему ценен. Гораздо хуже было бы, если бы ты как бы привязался к этому человеку, и как бы ты позволил бы себе как бы привязаться и потом испытывать вот эту вот ломку потом, да, вот, как бы ты мне нужен, и я вот там, я не могу без тебя жить, потому что меня ломает, потому что, по сути, я как бы к тебе привязался. Это никакущая стратегия. В общем, друзья, вот такое получилось видео, насыщенное, много тем. Это я специально все прорабатывал день за днем, чтобы успеть все по максимуму, все интересное рассказать. Желаю вам напоследок, чтобы вы не забывали про свою жизнь, строили свои мосты, но не забывали оглядываться назад, и помнили, чтобы я не был объектом привязанности. Вы меня вправе смотреть, наслаждаться мной и моей деятельностью, но... То есть я вам в этом плане признателен, но единственное, в чем я буду вам не признателен, это если вы будете ко мне привязываться, да? Потому что, в первую очередь, вы себе сделаете плохо. Мне-то еще ладно, я это не испытаю, я это не увижу, но испытаете это вы. Поэтому я вас призываю соблюдать баланс. И отдельно хочу сказать спасибо, что вы меня смотрите, тем не менее. Я искренне вам желаю всех благ, только благ. А трудности я желаю вам принимать на пользу себе. Ведь, как говорил Дейл Карнеги, когда судьба вам предоставляет лимон, постарайтесь сделать из него лимонад. А когда вам судьба предоставляет кузов с лимоном, то вы вправе сделать целую лимонадницу. Вот это моя версия. Последнее напутствие в этом видео, считайте. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Можете поставить лайк, можете в конце концов подписаться на меня на Бусти. Кстати, у меня есть Бусти, я уже говорил об этом на канале у себя. Ну, показал уже, что у меня вот в своем анонсе показал, что у меня есть Бусти. Вы можете подписаться на основной Бусти, это 150 рублей в месяц. Тогда я буду вас упоминать регулярно видео в течение как минимум какого-то месяца, пока вы как бы меня поддерживаете. А если вы подпишетесь на вот этот Ультра Буст, как называется, который за 750, тогда у вас будет возможность со мной напрямую связаться и поговорить со мной насчет продвижения канала. То есть это больше для тех, кто готов поддержать мой канал и напрямую даже его развивать и делать какой-то контент. Но как бы при моем присутствии, разумеется. Вот, так что рекомендую подписаться на Бусти, у кого есть возможность. Беру не слишком много. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, свои отзывы, мнения, предложения. С вами был, как всегда, Глебовский, и увидимся в следующих видео. Пока!